Привет, с вами Алена, и советую устроиться поудобнее, потому что сегодня у нас будет очень длинное видео, почти 30 минут. И да, это те самые ногти, которые были после ожога, мое нашумевшее видео, которое набрало вообще какое-то сумасшедшее количество просмотров. Вот так выглядят ноготки почти спустя где-то 3,5 недели после нашей первой зачистки. Вот такие ногти она принесла. Я думаю, что результат очень хороший. Обратите внимание, что часть ногтевой пластины уже выглядит достаточно здоровой, та, что возле кутикулы. Да, конечно же, остались еще последствия на 2/3 ногтей. Получается, это сильный кератоз, это лопнувшие капилляры, это деформация ногтя. Пока что все это есть, но мы на верном пути, и я точно знаю, что мы справимся. Также я бы хотела вам напомнить, как это выглядело в первый раз. Вот такие ноготочки ко мне пришли. Сверху все покрыто гель-лаком, а внутри вот такое вот безобразие. Конечно же, здесь я сверху оставлю ссылочку на первое видео, чтобы вы могли посмотреть предысторию. Потому что здесь, естественно, я все это показывать не буду, как мы зачищали. В первом видео есть все очень-очень подробно. Ну, а мы возвращаемся к нашей работе. Кстати, вот так ногти выглядели после первой процедуры зачистки. И дальше я буду показывать все в режиме реального времени, без ускорений, что конкретно я с ней делала, то есть как я произвожу такие зачистки. Признаюсь, таких случаев у меня до этого не было, то есть это достаточно жесткий и тяжелый случай в плане количества поражения ногтевой пластины, и я ничего здесь не вырезала, за исключением моментов, когда я куда-то, возможно, отходила, а так я постаралась весь процесс для вас сохранить, чтобы вы могли посмотреть. И, кстати, в первом видео вы спросили, почему я не выполнила ей маникюр, то есть почему я не почистила кутикулу, ничего не отодвинула. И я объяснила это тем, что я не видела в этом смысла, то есть цель была просто убрать максимальное количество пораженной части и пока отправить на восстановление, на отрастание. А в этом же маникюре мы все-таки уже выполнили чистку, убрали птериги, подняли кутикулу, все срезали. Все, что можно было убрать, мы, конечно же, убрали. И начинаю свою работу я с твердосплавной фрезы. Я взяла синей насечкой, она такая ребристая, достаточно страшная в выключенном состоянии, то есть не кукурузка обычная, а такая фреза жесть, которая убирает прям очень много и сразу кусочками. И я работаю по ногтю, по натуральному ногтю, как натуральному, потому что от него осталось пока на данном этапе, и клиентке не больно, и безусловно я проверяю пальчиком, вы видите, я дотрагиваюсь постоянно, я проверяю температуру, то есть не жгет ли ей. Естественно, я еще и об этом спрашивала, потому что моя цель провести процедуру максимально щадяще, максимально комфортно и безболезненно. Фрезой мы снимаем все, что у нас там снимается, потому что вот эта вот толщина на ложе, точнее ложе, которая кератинизировалась, которая загрубела, его нужно, естественно, убрать, потому что оно мешает отрастанию ногтей. И таким образом я пройдусь по всем 10 пальцам, то есть я работаю конвейером. Конвейер подразумевает то, когда вы делаете одно и то же действие на все пальчики, которые у вас есть. Поэтому конвейером я прохожусь по 10 пальцам, твердосплавной фрезой убираю все то, что на данном этапе я могу фрезой убрать. Каждый ноготь у нас, так скажем, в эксклюзивном состоянии, потому что они все отличаются по степени поражения, и я считаю, что это очень интересно. То есть у нас на одном клиенте есть образцы разных вариантов ожога и анихолизиса, то есть точнее разной их степени. Обратите внимание, что на среднем пальчике все немножко иначе, нежели на указательном, и то же самое касается и безымянного, и мизинца. Конечно же, не забываем подворачивать пальчик вот так в сторону, как сделала я, для того, чтобы смочь фрезой зайти в нужную часть. И вот сейчас я работаю прямо по ложу, и ей совершенно не больно, потому что там много неслущенных, огрубевших клеток кожи, которые нужно будет убирать по-любому механически. Мне, кстати, кто-то написал в видео, почему я не размочила это все кератоликом или каким-то средством для вросшего ногтя. Я думаю, что в принципе, наверное, можно это сделать, но я в такой технике не работаю. Когда я работаю с похожими ногтями, я предпочитаю по сухому, мне так удобнее. Это не значит, что это единственный верный способ, просто
Ну, моя техника вот такая вот, мне намного проще убрать фрезой, то есть, ну, фактически мы делаем снятие только не предыдущего покрытия, а, к сожалению, остатка ногтей. Вот, допустим, на безымянном пальчике там уже практически половина ногтя у нее восстановилась, видно, что дальше ноготь растет розовенький, все хорошо, и кутикула у нее тут наросла, и все просто прекрасно. Поэтому продолжаем убирать то, что нам мешает. Здесь я уже работаю намного осторожнее на безымянном пальце. Там поражение меньше, и нужно быть осторожнее, чтобы не задеть. А вот на большом пальчике очень-очень толстый слой. И вот здесь сбоку, кстати говоря, у нее последствия неудачного удаления вроде бы панорицы, если я ничего не путаю. Но это было очень давно, она уже сама как бы не особо помнит, как это произошло. В общем, было некое взаимодействие с хирургом. Ну вот как бы а сбылось это, как говорится, да, то есть получилась вот такая вот штука. Ну, на самом деле, не особо критично, просто немножко расфигачена точка в роста, и ноготь не совсем ровный, не такой, как хотелось бы, но, по идее, при должной обработке, при аккуратном нанесении лака все это скрывается, и, в общем-то, не особо никто и не заметит, и не узнает, и, может быть, она сама-то уже даже не обращает внимания, как у нее там все это происходит. Поэтому, ну, обидно, досадно, но, как говорится, ну ладно. Да, там немножко тоже вот отошло, и я также поддеваю фрезой. Я действительно боялась, что ей будет горячо, потому что, ну, я прям твердосплавом фигачу по ногтю, но ввиду того, что кератоз очень сильный, она ничего, слава богу, не почувствовала. И я надеюсь, что сейчас не будет миллион комментариев о том, что, боже, как ей больно, как так можно с людьми. Вот, ей не больно. Я все время следила за этим процессом. На мизинце, кстати говоря, анихолис у нас еще толком не зачищен. Мы будем его зачищать, потому что в тот раз я пыталась прям хоть что-то убрать, точнее, самые такие серьезные повреждения. А сегодня мы уже более детально зачищаем. И я, кстати говоря, не считаю, что с первой процедуры надо прям вот, знаете, на все, на 100% там вот вычистить прям до кости, да, ну, по мне, процедура должна проходить постепенно, иметь, ну, если хотите, накопительный эффект, хотя это не совсем верное утверждение, просто я обычно делаю выбор в пользу постепенной работы, то есть с каждым разом все лучше и больше, и то же самое особенно касается налипшей кутикулы и влажной кожи, которую нужно приучать к тому, что ты делаешь ей маникюр. То есть постепенно отодвигать кутикулу, она привыкает, что ты ее двигаешь, что ты там что-то с ней делаешь, срезаешь, зачищаешь потихоньку, дальше больше и лучше. Кстати говоря, пока я произвожу зачистку, я вам оставлю здесь ссылочку, пожалуйста, посмотрите, у меня есть другие классные видео после травмы, боковой анихолизис у меня есть, очень крутое видео, и также есть видео трилогия, то есть 3 части девочки, которая попала в аварию, и у нее был сломан пальчик, и там есть этапы того, как он у нее отрастал, как мы его зачищали, и в итоге ноготь вырос, и это просто здорово. Также есть видео по педикюру, где я удаляю ноготочек, который очень-очень сильно ударила девушка, и там пока что ничего нет. Мы ждем ее, кстати, возвращения, очень будем ждать, когда она вернется. Я с удовольствием выпущу 2-ю серию. Также хочу сказать, что приветствуются все ваши комментарии, все, что вы пишете, я всегда читаю, я очень благодарна Ютубу и вам всем за то, что здесь очень интересно и развернуто все отвечают, всегда есть с кем и о чем поговорить. Очень люблю общаться с вами, поэтому жду, всегда готова. Критика, внимание, конструктивная. А то, знаете, всякого бывает, понапишут. Я готова прислушиваться, правда, потому что я еще не до конца знаю, как должен выглядеть мой YouTube-канал. Опять-таки говорю, здесь я новенькая, относительно недавно на этом ресурсе, но мне тут очень-очень нравится, потому что есть возможность показать и рассказать всю работу очень детально и глубоко, потому что в других соцсетях люди как-то настроены на скорость, все время куда-то торопятся, бегут и не усваивают главного. То, что у нас на ногтях, кстати, блестит, хотела сказать, это остаточки прошлого покрытия, то есть с прошлого раза где-то я не досняла базу, ибо такой задачи там не стояло. Вот обратите внимание, как легко здесь счищается анихолизис твердосплавной фрезой, потому что он
уже поднят, потому что это ожог, там много кератоза, и достаточно легко, чуть задрав фрезу вверх, носик у меня поднят, я работаю пузиком, быстренько все это дело счистить. Ну, а далее приступите к обработке пилкой, потому что у меня будет и пилка, и фрезы, и даже мы используем присыпку, мы будем использовать тальк. Я в последнее время очень полюбила работать по тальку. Это очень интересная техника, которая, изначально она мной принималась в качестве работы с влажными ногтями, с жирной кожей, которая имеет тенденцию к впитыванию всего вообще, что с ней происходит. Ну, грубо говоря, если бывает такой тип кожи, да, который, например, вот она сделала котлетки, да, она там потрогала фарш, а он жирненький, и это все прям в кожу въедается, и когда ты работаешь, фреза забивается, и получается тебе приходится постоянно менять фрезы и очищать их, и все равно они не пилят так, как хочешь, и о чудо, присыпка решает все эти проблемы. Это настолько круто. Я так довольна этим ноу-хау, который я переняла у одной девушки из Питера. Это КДК Nails, это Кристина, прекрасная девочка, у которой я прошла онлайн-курс комбинированного маникюра по ее технологии. Да, я не стремаюсь учиться и проходить онлайн-курсы. Я считаю, что это нормально, очень круто. Есть много классных мастеров, и есть у кого поучиться и в Инстаграме, и в Ютубе. А тем временем я закончила работу с твердосплавной фрезой, и по вашим запросам я выполнять сейчас буду комбинированный маникюр. Тоже сделаю его особо без фанатизма. У нее, кстати, имеются достаточно серьезные склейки местами, хотя кожа не выглядит налипшей, точнее, она и не является налипшей, просто такая колбаска будет хорошая, кстати. Так приятненько будет срезать, я думаю, вам понравится смотреть. Но местами, вот как на этом пальчике, есть вот что-то такое неприятное, что склеилось, налипло. И тут обязательно я буду использовать присыпку, потому что это как раз тот тип кожи, в который въедается все, с чем руки у нас взаимодействуют. И самое главное, разные жиры, там, включая тональный крем, либо какие-то продукты питания, либо просто банально крема. И при работе с такой кожей первое, что я делаю, это удаляю вот эту вот жирненькую колбаску, удаляю ее грубо, не пытаюсь сделать это там как-то супер ровно, просто сейчас уберу, чтобы мне ничего не мешало, заглянуть вовнутрь и грамотно зачистить птериги. Также, кстати говоря, я всегда срезаю боковушки, если там что-то есть, особенно если у нас тут анихолизис. Видите, я понимаю, что я там фрезой буду очень долго это вычищать, и поддеваю все это дело кусачками. Так как у меня есть своя студия заточки, я вообще по этому поводу даже не переживаю. Если можно так выразиться, я не берегу кусачки. Вот. То есть я могу себе позволить достаточно часто их точить, чему я несказанно рада. И вообще всем мастерам я хочу сказать, что заточкой пренебрегать нельзя, потому что это качество нашей работы. Если у вас не заточенный инструмент, вы никогда не сделаете ровный фрез, какой бы крутой мастер вы не были. То есть кутикула будет просто рваться, будут махрушки, заусенчики, и дальше все это пойдет и будет очень-очень некрасиво. Вот, я все-таки фанат кусачек, хотя работаю и на твизерах по ситуации смотрю или по тому, какие наборы в салоне остались, потому что нас много, у меня большой салон, у нас там 40 мастеров в штате, и представьте, что там происходит, то есть какой инструмент остался, тем и работаешь, а инструменты у нас обрабатываются тоже специально обученными людьми, у нас есть комната стерилизационная. Иногда выбирать не приходится. Конечно, если выбираю, то я предпочту, наверное, кусачки. Для меня это самый классный инструмент. А если ничего больше нет, то подойдут и твизеры, и ножницы. В любом случае я сделаю хороший чистый маникюр. Но вот в таком контексте, когда нужно что-то подрезать, и этого много, я все-таки выберу именно накожницы. В общем, заканчиваем работу с кусачками. Все это убираем, подготавливаем. Еще раз говорю, никакого стремления для суперровного среза у меня не было. Просто убираем чуток, чтобы не мешало нам это дело дальше жить. Здесь очень хорошо видно, как поднялся ноготь. И вот где могу, я поддеваю, все это срезаю. И остался у нас последний пальчик, мизинчик. Убираем, и сейчас мы приступим к обработке фрезами. Фрезы я возьму, кстати, стандартно. Мои две любимые фрезы — это красная фреза с тупым кончиком, пламя, наверное, она называется,
и с красным абразивом. Она тупенькая, я люблю ей работать, она хорошо очищает птериги и поднимает кутикулу. И вторая фреза, которую я буду использовать, это остренькое пламя, ну, умеренно острое, с синей насечкой. Фреза у меня с нашего казанского завода. Я из Казани, если кто не знает, и, честно говоря, мне очень сильно повезло. Я так рада, что у меня есть доступ прям ко всем этим материалам. О, вот смотрите, я сейчас наношу тальк. Обычно я использую детскую присыпку, самую обычную из аптеки, но в этот момент у меня ее под рукой не оказалось, но я взяла присыпку из кабинета депиляции. Там ее очень много, этого талька, который используется перед тем, как удалять волосы. Также отлично подходит. Единственное отличие в том, что когда будете брать тальк, пожалуйста, посмотрите, чтобы там не было масел. У нас нет цели увлажнять кутикулу и кожу, у нас есть цель ее счистить. И обратите внимание, я думаю, что на видео очень хорошо видно, насколько круто счищается, и фреза абсолютно не забита. Я сейчас работаю где-то на 5-7 тысячах оборотах, то есть обороты очень низкие. В последнее время я для себя чаще всего выбираю пониженные обороты, хотя некоторое время назад я была прям ярым фанатом зафигачить на 30 тысяч и сделать это быстро. Хотя и на 5-7 тысячах я достаточно быстро и легко справляюсь. Почему я приняла такое решение? Потому что в процессе обучения, когда я обучаю новых будущих мастеров, я заметила, что им все-таки тяжело регулировать степень нажима на фрезу. И намного легче, когда я говорю, давай включим 5000, и ты сейчас без страха и без тени сомнения пройдешься и будешь точно знать, что ты не сделаешь пропил на самой ногтевой пластине, потому что, поверьте, на 5000 надо, как постараться, чтобы что-то где-то пропилить. И обучая так людей, я поняла, что мне самой комфортнее работать именно на таких оборотах. Дальше поменяли фрезу. Короче, меняем фрезу на синюю с острой насечкой. Вы же можете брать абсолютно любые фрезы, которые вам нравятся. Я просто показываю тот вариант, который ближе мне именно в работе. Мне так удобнее. И я, между прочим, любительница поменять порядок фрез. То есть я могу сначала взять острую, а потом тупую. Зачем я это сделаю, объяснить я особо не могу, но я думаю, что уместно будет сказать, что, наверное, это для разнообразия. Частенько беру вообще какие-нибудь другие комплекты фрез и смотрю, как работать с ими. Постоянно нахожусь в поиске, стремлюсь экспериментировать, потому что никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь, да, то есть, возможно, что так, может быть, будет лучше. Поэтому я пробую, если будет что-то интересное, я вам обязательно покажу. Продолжаем зачистку. Я сейчас занимаюсь свободным краем. Фреза синей насечкой убирает очень хорошо. Обороты все те же, достаточно низкие, 5-7 тысяч оборотов. И вот именно в зачистке таких ногтей я предпочитаю пройтись по самому свободному краю, по ложу, зачистить это все, чтобы не цеплялось. Это очень важно. Наша основная цель сделать так, чтобы ее хождение без покрытия и без ногтей было максимально комфортным. То есть, чтобы нигде никакой краешек у нас ничего не зацепил, ни за волосы, и не дай бог, там, ни за одежду, ни за колготки. А такое, кстати, может быть, потому что в процессе отрастания будут появляться уголочки. А таким клиентам я обязательно объясняю и рекомендую иметь пилочку, подпиливать самостоятельно именно свободный край, просто для того, чтобы избежать вот этих вот самых зацеплений. У нас сейчас осень, сейчас будут колготки, и будет весьма обидно остаться без новой пары колготочек, когда ты и так отращиваешь анихолизис. После того, как мы прошлись синей фрезой, срезали кутикулу, не лишнее будет немного шлифануть, опять-таки 5-7 тысяч оборотов. Подшлифовываем фрезой с красной насечкой. Можно взять шарик, многие очень любят шары. Да, они есть у меня в работе, но это не стандартный набор для, как сказать, нестандартный крафт-пакетик, да, у нас они все пронумерованы, у них есть свои названия, и есть стандарт А1 и А2. Не знаю, кстати, почему такое название, давно как-то повелось. Вот. Ну, в общем, шары у нас лежат в отдельных наборах, и я не всегда успеваю до них добраться. И вот наш обработанный пальчик выглядит таким образом. Ну, почти что половина ногтя уже в приличном состоянии. Я же считаю это победой. Дальше палочкой мы немножко проверили ложе. Оно уже не такое дубовое, оно не такое твердое. Есть небольшая чувствительность. Да, ноготь поднят, он еще торчит вверх. Но это точно все пройдет, мы будем работать и будем стараться.
А у нас еще остается 3 пальчика, которые я планировала вам показать. Конечно же, я не буду показывать весь маникюр, потому что я просидела с ней очень долго. Я работала медленно, работала аккуратно, чтобы, не дай бог, где-то там ей больно не было. Постепенно, осторожно, и я не вижу смысла показывать 3 часа моей работы, ну или может быть 2, я точно не помню, сколько это было. Поэтому я выбрала 4 пальчика с разной степенью повреждения и приняла решение их показать вам. Теперь я перешла к работе на мизинчике. Там все несколько иначе. Изначально был не зачищен этот анихолизис в тот раз. И вот он сейчас подотрос, хорошо поднялся, все прекрасно видно. И сначала я прохожусь пилкой. Пилочкой 100 на 180, стороной 100 я прошлась. Ну, по сути, это аналог твердосплавной фрезы, просто чуть более щадящий. Можно было бы только твердосплавно зачистить, но я решила, что сработаю здесь и пилкой в том числе. Соточкой прошлась, убрала то, что прям сильно и яро цеплялось. Дальше я воспользовалась кусачками. Опять-таки подрезала тот кусочек ногтя, который мне мешал. И вот сейчас мой любимый способ зачищать анихолизис, да, это развернуть фрезу перпендикулярно ногтю и вычищать по принципу зачистки трещин на пятках, то есть поднимая вверх, естественно, не трогая само ложе, потому что здесь, вот здесь оно, кстати, мягкое, тут уже нужно прям быть осторожнее, здесь совершенно другая степень у нее повреждения. Снова берем кусачки. Кстати, я делаю несколько срезов во время маникюра, и я не считаю, что это прям лишняя трата времени. Просто я не растрачусь на то, чтобы постоянно натягивать, отгибать, отодвигать кутикулу и истошно под нее заглядывать. Мой способ работы заключается в том, чтобы сделать все максимально комфортно и без лишних телодвижений. Опять-таки могу оказаться не права, но работаю именно так, и работаю так достаточно давно. Хотя, кто знает, может быть, я и поменяю свои взгляды на маникюр, потому что, вот видите, про обороты, как получилось, раньше я побольше, а вот сейчас понимаю, что мне нравится поменьше. Хотя также на 30 тысяч могу и анихолизис зачистить при желании. Обрабатываем здесь кутикулу и основное внимание, конечно же, уделяем вот этой вот маленькой отслойке, которая есть. Нужно обязательно ее зачистить всю, чтобы не осталось ничего. К сожалению, в процессе опиливания очень плохо видно степень поражения вот этого, да, куда идет отслойка, но потом мы все это пройдемся антисептиком, все обработаем, увлажним, и вам будет очень хорошо виден результат. А пока смотрим, как у нас получается. Еще раз говорю, пишите в комментариях, рассказывайте, что вы думаете по этому. Также я всегда рада, и мне очень интересно почитать, как вы работаете с такими случаями, были ли они в вашей практике, как вы предпочитаете и чем зачищать анихолизис. Пишите, не стесняйтесь, я всегда рада общению. Я вообще считаю, что соцсети, они же созданы для общения. Меня крайне удивляет, когда некоторые блогеры или мастера, не знаю, как правильно это назвать, они не отвечают. Они, ой, у меня так много комментариев, я не отвечаю. Ты уж, если ты выкладываешь, давай, будь добра, общайся. Потому что комментарии на то и нужны, что люди хотят что-то спросить или чем-то поделиться. Поэтому, еще раз говорю, YouTube для меня прям настоящая находка. Здесь так круто, вы так много и так развернуто пишете, и мне прям это греет душу. Даже если настроение самое-самое плохое, можно всегда зайти и почитать, что вы мне там понаписали, поотвечать вам, пообщаться, и это просто здорово. Да, объем, конечно, большой, но все равно я бесконечно благодарна вам за вашу обратную связь. Также не забывайте смотреть все мои остальные видео и особенно предыдущую версию ожога, первое ее посещение. Ссылочку еще раз здесь оставлю, чтобы вы могли посмотреть. И вот наш ноготочек выглядит таким образом. Здесь уже все круто, прям половина ногтя зачищена и отросло. Дальше мы перейдем к сложному, на мой взгляд, пальчику. Это средний палец правой руки. Он всегда бывает достаточно заросший. У него часто бывает вывернут один валик. Да, это от того, что мы пишем ручкой. Многие располагают ручку на ногте неверно. Особенно девочки, подростки, школьницы, вот эти ЕГЭшницы, которые сейчас приходят. Это прям вообще просто какое-то проклятие в плане вывернутых валиков и шишек еще на
среднем пальце. Я думаю, что у многих есть шишка. А все потому, что люди почему-то считают, что чем крепче они сожмут ручку, если они прям ее задушат, то, наверное, получится лучше написать. Но это, к сожалению, не так. Ну, точнее, к счастью. Потому что ваше сжимание, сильное удушье ручки вызывает только шишку на вашем пальце. И деформацию пальца, кстати говоря. Наверное, многие замечали, что если поставить ручку правую от себя прямо, то видно, что палец и ноготь часто растет в сторону. И это не какая-то там врожденная патология, это приобретенное состояние людей. То есть большая часть наших деформаций, она нами приобретается, так же, как и сутулая осанка, да, когда человек не следит за ней и сутулится, естественно, потом ходишь как знак вопроса, буковкой «Г». А это ведь все действительно некрасиво, и в наших силах за этим следить. Нужно все-таки стараться думать, когда работаешь, когда пишешь. Я сказала работаешь, потому что я имею привычку перераспределять нагрузку на свои пальцы. А я часто перехватываю аппарат по-другому. То есть то он у меня между первым и вторым, то между третьим и четвертым пальцем. По-всякому я беру эту ручку, она достаточно тяжелая, и я видела много у своих девчонок-мастеров, что у них прям нарастает шишка, так же, как от шариковой ручки при писанине. И я говорю, что обязательно распределяйте эту нагрузку, дабы не было вот этой вот самой деформации, вот этого искривления пальцев, этих дурацких шишек, это все некрасиво, а мы все-таки все девочки. Также советую распределять опору на безымянный или на мизинец. То есть при покрытии цветом, например, при нанесении геля, я часто опираюсь на мизинчик правой руки, потому что фиксация очень важна. А при работе с аппаратом я опираюсь на безымянный палец. Я думаю, что по моей работе это легко можно заметить, то, что я часто перекидываю туда-сюда. У меня случались даже в практике случаи, когда я меняла руки. Правда, это было в те моменты, когда мне приходилось учить левшу. Я понимала, что правой рукой я просто не покажу, что должен сделать левша, особенно аппаратом. Поэтому перестраиваешься, меняешь и работаешь левой рукой. Я думаю, что многие мастера левые работать умеют, особенно те, кто делает себе маникюр самостоятельно. И, в принципе, хочу сказать, что даже френч реально нарисовать левой рукой. А если вы хотите развивать свою вторую нерабочую руку, левую или правую, в зависимости от того, правша вы или левша, я вам советую рисовать. Рисовать той рукой, которая вам неудобна. Я сама это практикую. У меня есть несколько картин, которые нарисованы именно левой рукой, либо половина правой, а половина левой. Так я тоже пыталась сделать. И также есть еще классный способ – это детские прописи. А у кого есть дети, все знают, что такое прописи, где ты учишься писать там букву А, Б, В, там и простые слова согласно, не каллиграфии, да, наверное, но общепринятым правилам прописных букв. И это очень здорово. Сначала ты пишешь там маленькие кусочки, потом по пунктиру, и потом стараешься собирать слова. И вот когда я впервые взяла детскую пропись, уже будучи во взрослом состоянии, я поняла, что я вообще писать не умею. То есть мы настолько сокращаем способ написания наш современный, да, то есть мы же вообще привыкли печатать на клавиатуре, там, на смартфоне, еще где-то. Когда тебе попадает в руки ручка, ты думаешь, а что как медленно, почему так не получается? И я обалдела от того, насколько я совершенно не могу писать. Но я стала садиться и прописала несколько прописей. Сначала правой рукой, потом левой рукой. И, в принципе, сейчас при необходимости я могу левой рукой что-то написать. Да, это будет медленнее. И, кстати говоря, почерк будет совершенно другой. Это очень интересно. Но это то, чем я бы советовала, рекомендовала заниматься для развития себя. И тогда френч на правой руке, левой вам будет просто нипочем. А тем временем я уже закончила процедуру зачистки и нанесла регенерирующие средства. И, боже, вы сейчас будете писать, какие, услышьте меня, пожалуйста, Инки. Торговая марка Инки, это та, на которой я работаю, серия Stop Anihalizis. Вот здесь я вам показываю, какова деформация ногтей, но я считаю, что результат классный, выглядит все очень чистенько, очень хорошо. Да, поражение еще есть, но динамика хорошая, ногти отрастают, уже треть ногтя выглядит абсолютно здоровой, и я знаю, точно мы справимся. Так же, как всегда, прошу слов поддержки, кому не жалко, как говорится, помогите, кто чем сможете. Я знаю, что наша героиня будет смотреть это видео, так же, как и другое предыдущее. И поддержка для нее очень важна, потому что, поверьте, для девочек
девочки, ходить без ногтей, ну, ой, как не классно. Вам большое спасибо за просмотр, пишите комментарии. Пока-пока, с вами была Алена. До новых встреч, ждите новую серию. Еще раз пока-пока.